Уже я собрала, сейчас вам расскажу, что я здесь применила в этой ручке. Взяла я трубу ПВХ 5 миллиметров в диаметре. Покупала в строительном магазине. Они есть разных диаметров. Вот я вам достала показать. Но для этой корзинки у меня подошел диаметр 5 миллиметров. Я еще буду обматывать трубочками, оплетать. Ну, потом все покажу. Поэтому пятерочка мне пока достаточно. ПВХ трубочка. Внутри, значит, я отмерила нужный мне размер. Все. Внутри у меня здесь находится электрод. 4 миллиметра толщиной электрод. Муж мне молоточком снял покрытие. Вот это вот. Не знаю, как называется. В общем, электрод почистил от этой верхней штучки. Оставил мне только металлическую часть. Она хорошо мне будет форму держать. Вот муж мне согнул, как мне нужно. И здесь вот в трубочку я еще вставила деревянные чопчики. Края я покрасила в белый цвет, так как в плетении оно потом, чтобы не просвечивало. Плетать я буду вот до вот этого вот момента. Остальное будет у меня в корзиночке. Вот на данный момент, что я сделала. Так, все, дальше показываю, как я оплетаю. Еще я вам не рассказала, что я здесь все-таки зафиксировала этот деревянный чопчик. Вот степлером. Вот так вот я пристрелила свою трубу к чопчику и молоточком пристукала, чтобы это все держалось лучше. Так, здесь уже начала оплетать. Смотрите, зафиксировала трубочки в количестве 9 штучек. Мне понадобилось. Я так померила, и мне достаточно. И вот теперь я начинаю их понемножечку обвивать вокруг. Ой, ручки. Вот так. По чуть-чуть. Укладываем. Можно по одной, не спеша. Вот так. Вот так понемножечку плетаем. Я ручками закрываю, тоже надо все фиксировать. Так, вот так. Вот так. Прижимаю. Стараюсь все плотненько, чтобы было не просвечивало. До конца. Так, теперь я вот эту сторону пойду навстречу. Здесь еще все проверю, поправлю. Все, и так я эту сторону так же само делаю, и потом включусь. Так, ну как всегда в процессе передумала. Решила, что наращу я все-таки здесь. Зафиксировала я, доплела, ну, докрутила, дообвивала, вернее, вокруг трубочки и нарастить решила. Вот я вам одну уже последнюю показываю, чтобы экономить ваше время. Вот нарастила я, как всегда, трубочки. И сейчас буду теперь дальше потихонечку обвивать свои трубочки вокруг трубы по одной. По одной улаживаю их аккуратненько. Чтобы не было нахлёста, лучше по одной делать это. Так, ну, думаю, тут все понятно. Чуть-чуть сейчас вам покажу.
Вот я по одной вывожу снизу. Вложила. Вот, вывожу. Вложила. Ну, надеюсь, что мне хватит донизу моих трубочек. Ну, если что, все равно наращу. Ну, я думаю, что хватит. Все, вот так вот я, чтобы не тратить ваше время, вот так вот я донизу прокручу, вокруг обовью. И если не хватит, конечно же, наращу это делаю. Хватило мне трубочек, не пришлось мне наращивать. И в конце я зафиксировала края белой изолентой. Оба края. По всей длине трубочек я примотала тряпочкой. Не очень плотно, чтобы эмаль не прилипла. Это для того делается, чтобы они, когда будут сохнуть, они могут там покорёбиться, немножечко в стороны отойти от трубы. Чтобы этого не было, я до высыхания их оставлю вот с этой вот. И после того, как прогрунтую, я тоже оставляю. Значит, сейчас буду вставлять в корзинку свою ручку. Установила я ручку на место. Вот она уже у меня на месте. Шилом раздвинула стоечки напротив и вставила. Вот этот момент, где с изолентой, там я еще буду работать, его не будет видно. Ну и с этой стороны точно так же. Одинаково главное расстояние. Вот вошел чепчик деревянный, покрашенный обязательно в белый цвет, так как в тон корзинки все должно быть. Все. Вставила я ручку и проплела обязательно еще 3 ряда веревочкой из 3 и закрыла в 2 прута загибкой. Ну, это вставляю ручку, затем проплетаю. Это для более надежного вот фиксации надежной ручки. Вот она вот сейчас вот уже на месте у меня. Затем мне вот здесь вот я взяла одной трубочкой, вокруг обвила. Только одной, даже не наращивала, сколько хватило, сделала 3 круга, обвела. Ну, здесь даже не видно уже, когда я завершила. Вот замочек такой сделала. Вот здесь в ручке этого. Здесь не видно, но я захотела сделать так, чтобы надежнее было. Так, вот смотрите, какой я здесь сделала замочек красивый. Уже самостоятельно. А сейчас вам показываю вот на второй стороне, как я это сделала. Значит, это из 7 трубочек замочек. Вот смотрите, я отсчитала 7 рядов. 7 рядов, под 7 трубочкой вставила первую трубочку. Шилом сделала себе насквозь вот углубление и вставляла. Вставляла каждый ряд, так я вставила трубочки. Смотрите, в чем разница. У меня первый ряд близенько к стоечкам. Первая вот трубочка вставлена. Затем я понемножку отклонялась от стоечки. И последний у меня где-то вот сантиметр отклонения. Для вот такого вот эффекта я немножечко, видите, она вот так вот идет вот на сужение. Вот для этого. Так, смотрите, что с этой стороны у меня. С этой стороны у меня выглядит это все вот так. Значит, самые нижние идут длиннее всего, а верхние покороче. Ну, они же ближе уже все-таки здесь к замочку будут, поэтому вот так вот и мне не нужно их длиннее. Вот уже закрытый замочек, как выглядит изнутри. Вот. Сейчас я вам показываю, как это получается. Начинаю я сверху. Вот где нужно, я подтяну. Вот здесь вот у меня пойдут вот трубочки обвивать, которыми я буду. И я вот сейчас я должна их все вот здесь вот по длине достаточной, что подрезать, что подтянуть. Вот так. А эти наверх пойдут. Вот так.
прижала я пальчиками. Все. И здесь немножечко примнуть можно пальчиками. Так, вот это я еще вниз заведу. Все вот так. Все приминаю, что не так толстенько это было. Вот. Еще сюда. Так, все поворачиваю теперь к себе лицом, но пальчиками вот здесь вот я фиксирую. Начинаю я с самой нижней, но прежде я проверяю. Все. Беру самую нижнюю и вот так вот я поступаю. Вот сюда ее вывожу и к краю своей загибки, плетения, к краю. Все, сейчас поверну вам, чтобы было понятно, как это с этой стороны. Вот они. Вот так вот. Должны прижаться. Вот так. Смотрите. Но я сперва здесь, вот где-то вот здесь, вот за ручкой, сделаю наращивание. Мне трубочки не хватает первой. Сейчас сделаем наращивание. Так, прокапаю я сейчас клей. Сразу где-то 3-4 трубочки я прокапаю, чтобы они у меня уже были тут подготовлены. Так, ну что ж, опять собрать надо. Угу. Наращивание, скручивание, аккуратненько. Все, и теперь внизу. Это будет самый первый виточек. Вот он. Смотрите, вот он. Вот. И его вниз увожу. Смотрите, вот он должен вот сюда зайти. Беру шило, близко к стоечке. И туда его немножечко вот здесь вот я приминаю. И сюда его. Так, сейчас я посмотрю с той стороны, где у меня вот это вот первое пересечение, чтобы же оно одинаково у меня было. Можно отсчитать, сколько здесь рядов. Итак, смотрю, где-то 2 на 3. Раз, 2 на 3. Значит, вот так это должно выглядеть. Самый нижний будет вот так, замочек. Вот так. И пока что я с той стороны оставляю трубочку. Вот так. Беру за следующую. Вторая у нас. Вот так вот идет. Вот так. Сейчас поверну сзади, покажу. Вот так. Одну на одну уложили. Одну на одну. Оно в третьем рядом тоже накроется. Так, здесь я могу сделать наращивание где-то здесь. Там у меня будет третьей трубочкой накрываться, поэтому можно здесь сделать. Все. А, это не промазанная. Вот промазанная моя трубочка. Вкручиваем аккуратненько. Все. Вот она. Делаю шилом углубление. И туда вывожу внутрь еще и эту. Так, не видно. Все, поправляем. Так, все, сзади она остается себе, пока что мне ничего не мешает.
Работаю с следующей, с третьей трубочкой. Взяла ее, накрыла здесь, немножечко прижала. И третий виточек здесь. Так, эту я могу нарастить прям вот в ней. Так. Капаем клей. И наращиваем. Все сейчас поправим. Раз, два, третье. Делаем углубление шилом. Заправляем хвостик внутрь. Немножечко в этом месте я придавила. Следующую беру четвертую трубочку. Придавила немножко только в этом месте. И в обхват вот здесь вот. Так, посмотрела, чтобы там все было одинаково, параллельно. Вот смотрите. Поворачиваю к себе и вывожу. Нет, нужно нарастить тут. Не с той стороны, а вот здесь я наращу сейчас. Ну, вот этого хвостика будет достаточно, да. Так, делаем углубление через ряд, но уже немножечко отступая от центральных стоек. Чтобы это одинаково было на расстоянии таком же, как вот здесь, так и здесь. Уложила ровно. Все, пока что оставляю с той стороны. Следующую взяла. Поворачиваю. На ней вот так вот поправляю, если что-то съехало у меня. Шила. Вот оно, углубление мое. Уже не буду я наращивать, просто вывожу. Здесь я смотрю немножечко, нужно подвинуть. Если вы где-то царапнете по трубочкам, потом можно в конце изделия эмалью белой подкрасить, потом лаком все вскрыть. Так, все, оставила я с той стороны трубочку, беру за следующую, шестую трубочку. Вот так. Вот что с этой стороны у меня. Вот так. Вот так. Расправим. Делаю шилом
на ряд выше углубление. И укладываю. Так, смотрю, чтобы одинаковое расстояние было зрительно. Да, вроде одинаково, да. Так, и последняя моя 7-я трубочка. Так, вот она у меня пошла. Так, так. Все, последний мой виточек. Трубочки должны быть мягкие, но не мокрые и не сухие. Как сделать эти трубочки? Это акриловой эмалью я крашу. Есть у меня мастер-класс. Ссылку я оставлю вам в описании на акриловые трубочки. Как сделать. Так, все, последнее я уложила. Так, все вроде бы правильно. Так, теперь я смотрю на эту. Такая же здесь. Да, да, вроде все одинаково. Все, теперь работаем с внутренней стороной. Так, это же вам надо как-то поближе. Так, смотрите, получается, вот эти 3 нижние закрывают те 4. Значит, 4 верхние я просто завожу за трубочки, подрезая их. Сейчас все эти вот 4 трубочки. Вот туда я их сейчас подрежу. Смотрите, как. Ну, вот так вот не хватит такой длины. Так, не видно вам ничего, не видно. Ручка все закрыла. Так, смотрите, я вот так покажу. Вот так вот можно обрезать, они же там спрячутся. Это тоже я вот так вот приминаю пальчиком. И вот по это вот могу подрезать. Все, теперь я вот это так и подрежу. Там, где я заломчики пальчиком, ну, на уголок сделаю, чтобы не было лишней толщины. Я подрежу уголок, на уголок. Так, 3 и 4. Все. Вытряхнем хвостики. Так, все. Вот так будет лучше вам видно. И теперь я их просто заправлю внутрь. Можно шилом помочь. Так, не видно. Вот так. Я резкость вот туда шилом их заправлю. Ручкой приминаю. Теперь эти по одной уложу. Смотрите, вот поверх. Вот так они должны пойти. Закрыть как бы верхнюю 4. Вот так. Туда внутрь. Так, вот так вот. Внутрь. Неудобно немного мне. Не то чтобы неудобно. Немного, но... Так, и я их вот... Резкость моя. Вот так вот я их подрежу. Вот на такой высоте. И шилом туда заправим. Даже вот это вот можно короче сделать. Немного укоротить. Так, все, вставляем их. Начинаем с этой. Вот шилом туда.
И вам не видно, и мне не с руки. Так, вот так. Вот так. Вот так теперь поверну к вам. Все. Они никуда не денутся. Там они себе загрунтую я когда свою корзинку. Покрою грунтовочкой. Они все так задубеют и никуда не будут ни бегать, ни высовываться. Все, вот замочек готов. Вот второй. Ну, вернее, этот я без вас сделала первый, а этот второй с вами мы сделали. Вот так сейчас я поправлю, чтобы это все ровненько было. Вот. Так, все. Вот, смотрите, такой замочек. Эту ручку можно и так оставить. Здесь наращивание аккуратное, ничего не видно. Можно и кожей сделать вот такую вот кожаную ручку.